запрос от наших подписчиков и просят снять, как нанести марсельский воск. То есть декоративная штукатурка с эффектом марсельский воск. Мое понимание, что это такое, это фактурное вот такое вот покрытие с объемной, с выраженной фактурой и эффектом застаривания, где-то потертостей. С удовольствием снимем это нанесение, с удовольствием, потому что это одно из первых, то, что я наносила своими руками. Короткая такая предыстория. Если мне память не изменяет, то это был 2005 год, если мне память не изменяет. Мы с 2001 года занимались ремонтом квартир, то есть мы выполняли работы и все время росли, делали какие-то работы новые. И вот мне Роман говорит: я взял заказ, ты пойдешь наносить декоративку. Как? Я не знаю, что такое декоративка, я не умею, я никогда этого не делала. В общем, заказ был взят, шага назад нет. Клиенты были предупреждены о том, что мы возьмем дешево, опыта нет. Как мы ее наносили? Я не помню в те года, чтобы были какие-то повальные видеоролики, видеоуроки, чтобы где-то можно было обучаться. Я могу сказать, что наносила я в тот момент штукатурку торговой марки «Оптимист», и называлась она «Старый замок». И нам вместе с ведром штукатурки дали вот такой диск. Помните вот эти диски еще, которые вставлялись в проигрыватель? И я его до дыр прямо засматривала. И там парень объясняет, что-то объясняет. Я думаю, блин, я ни черта не понимаю, что ты говоришь, как мне вообще это наносить, каким инструментом, как держать, как вести. Ничего. То есть такая была скудная информация. Это сейчас, если зайдешь, например, на YouTube, еще где-то видишь кучу всяких вариантов, как нанести штукатурку. Есть кто рассказывает подробно, есть кто утаивает какие-то моменты, но в целом-то все равно понятно. А тогда вот на этом диске и спросить не у кого. Я не знаю, может, были какие-то уроки, но я их не нашла, или я, может быть, их не искала. Но, в общем, это был первый раз, и я его наносила. Как я его нанесла? Расход был, предположительно, должен получиться был 1,5 килограмма на квадратный метр, а у меня такая фактурища получилась 3 килограмма на квадрат. Ну, получилось очень красиво, хотя не с первого раза. То есть я прямо где-то на куске там что-то пыхтя, вообще ночь до этого не спала, и я там наносила эту штукатурку. В итоге клиенты оказались довольны, несмотря на то, что был сильный перерасход материала. Фактура очень объемная. И давайте вот сейчас мы ее нанесем. То есть вот это у нас одна сторона. Мы перевернем планшет и будем с вами наносить то, что я в первый раз наносила. Прямо так же жирно будем наносить, как любим. Но предварительно я думаю, что надо кварцгрунтом пройтись. То есть у вас стена должна быть оштукатуренная, идеальной подготовки не требуется. Но кварцгрунт для лучшего сцепления и для выравнивания цвета не помешает. Кварцгрунт наносится так же, как краска или грунтовка, валиком, по углам кистью, по углам верхам низам кистью. А вся остальная плоскость, как будто бы вы красите стену. Кварцгрунт — это такой состав, который выравнивает поверхность стены и создает шероховатость за счет кварцевого песка в составе. Ну и выравнивает, видите, цвет. Штукатурку мы будем наносить белую, хоть она и будет объемная, но все-таки выравнивание не помешает. Еще пока грунтую, расскажу такой момент. На этом же заказе штукатуренные были стены, гипсовая была штукатурка, Старый замок тогда мы еще наносили. Мы наносили его в белом цвете. Ну, давайте буду я говорить. Я не люблю вообще слово «я». Но в данном случае это была я. Тут уж что. В общем, нанесли штукатурку, такой рельеф, и где-то посередине стены белое, то есть белое все основание, и где-то посередине такое серое пятно, там просвечивало нижний слой штукатурки. Но мы собирались это сверху красить. А клиент говорит: а вдруг это не закрасится? Там серая просвечивает штукатурка. Я говорю: как не закрасится? Лысины же нету здесь. То есть это полное сплошное нанесение. Мы закрасим, и все, ничего видно не будет. Ну, в общем, мне кажется, что они надо мной просто прикалывались. Мне было сколько тогда, там 24, что ли, года. Они видят, что у меня опыта нет, что я очень стараюсь. И они просто надо мной с семьей прикалывались. И вот это вот посередине стены этот кусок я вырезала вот таким вот участком и наносила туда слой гуще, чтобы он не просвечивал. И подгоняла вот этот рисунок. Вот это был мой первый заказ, он был очень трудный, но он был не зря, потому что после этого объекта пошла штукатурка декоративная одна за другой. И мы вот это вот наносили, то есть мы уже брали, не боялись, ничего страшного в этом нет.
Кварцгрунт сохнет часа 4, допустим. Все зависит от влажности в помещении. Нам нужно покрыть всю поверхность и дать ей высохнуть. Я могу что сказать? Время идет вперед. С 2005 года очень много что изменилось. Сколько лет прошло, посчитать трудно. 16? 16 лет. Материалы очень сильно изменились. Вот эта штукатурка «Старый замок», она была ну просто жесть. Это просто как цементная смесь. Ну то есть трудно. Особенно женской руке это очень тяжелый был материал. Сейчас гораздо все легче. Вот посмотрите. Вот. То есть он прямо такой, прямо просится на стену наносить. А там ну, было очень тяжело. И сейчас есть такие материалы, которыми просто работать в принципе невозможно. Очень тяжело идут. Особенно вот, если женщина наносит, это прямо очень тяжело. Штукатурка белая, Прованс. Наносим слой, чтобы укрыть поверхность. Надо, чтобы всем было видно, что мы делаем. Вот, мы наносим слой. Напоминаю, что наносим мы эффект марсельский воск, его попросили подписчики. Имя, извините, не запоминаю. Ну, в комментариях есть на YouTube. То есть мы наносим вот такой слой сплошной. Так я делала, по крайней мере. Дальше. Я, например, так беру немножко на кельму штукатурки, ее сюда прислоняю и делаю вот такой вот. Вот так. Объемная фактура. Крупная. Расход килограмма 2. Большой расход. Ну, вот это подразумевается марсельский воск, то есть штукатурка декоративная с объемным рельефом, с ярко выраженной фактурой. Вот так. Еще раз, для тех, кто не знает. Наносим сплошной слой. Штукатурка декоративная наносится. Кстати, это вообще жесть, что на этих дисках об этом не рассказывали. Штукатурка наносится небольшими участками, вот такими вот рваными. И соединяются эти участки между собой, пока сырое, ну то есть сырая штукатурка на сырую. Если этот участок подсохнет, то будет уже такой наплыв. Соединяемся, вот так. Наносится с левого верхнего угла. Ну если удобно, то кому с правого, там уж не в этом дело, просто удобнее с левого верхнего. Наносится штукатурка. Соединяется сырая с сырой. Дальше берется вот так вот шлепок такой на кельму, прислоняет. То есть вот так вот мы прислонили и вот так вот потащили. То есть мы вот этот шлепок растягиваем. Вот так. Не прислоняем вот так кельму. Вот так не делаем. А делаем вот так. Прислонили только шлепок. Кельма остается на весу. И потянули вот таким образом. Вот. Растащили. И вот эта вот фактура объемная, она должна будет высохнуть полностью уже на сутки. То есть мы ее оставим. Сейчас мы ее нанесем и оставим, и продолжим дальше. Вот так я вижу марсельский воск. Тоже ведь вот смотрите, разница, например, говорят, карта мира, или марокканка, или гротта. Я не вижу между этими нанесениями особой какой-то разницы. Может быть, материалы разные используются, или островки, кратеры разного размера. Но для меня это однотипное нанесение. Вот это марсельский воск. А еще мы между собой его называем вьюшка. Ну, вот люди попросили, мы показываем. Берем шлепок и растягиваем. То есть, что у нас здесь быть не должно? Не должно быть лысин. То есть, вот, например, что такое, ну, проплешина, лысина? Есть фактура? Вот фактура есть, вот фактура есть, а здесь ее нет. Вот так быть не должно. И они должны быть как-то между собой логично расположены. Что нам нужно сделать, чтобы понять, что рисунок в целом смотрится красиво? Наносим. Отходим подальше и смотрим со стороны. Вот что надо сделать. Отходим подальше и смотрим со стороны. Со стороны видны все дефекты. Вообще в идеале, если человек терпеливый, и у него за спиной кто-то стоит и говорит, сюда добавь, сюда добавь. Но это жесть, если так. Наносим и оставляем полное высыхание. Смотрим со стороны. Ну, вроде ничего.
Нет, вот еще проплешину нашла, вот. Вот я за собой тоже вижу. И оставляем прямо его на сутки. Продолжаем нанесение. После полного высыхания штукатурки декоративной, я напомню, наносили мы эффект марсельский воск. Очень объемная фактура с таким эффектом застаривания. Ну, то есть где-то может быть или подшкуренный, или где-то в глубине цвет будет ярче. Такой вот эффект. Объемно. Мы нанесли, и у нас немножко острые края. Что нам нужно сделать? Торцом кельмы мы можем эти края срезать. Мы можем не шкурить. Хотя, если вы привыкли шкурить, то шкурьте. А на самом деле, вот, верхушки срезаются кельмой. Это гораздо быстрее и гораздо чище. Если вы шкурите, у вас пыль летит по всей квартире. Потом вот эта пыль от ремонта, она долго не уходит. То есть она летает в воздухе долгое время. А так у вас эти остатки падают на пол, и вы их, грубо говоря, моете, пылесосите и так далее. Наносили мы штукатурку декоративную Прованс в белом цвете. Если кому-то хочется, могли бы вы ее колеровать. Все, трогаем рукой. Нигде ничего не царапает. Если где-то царапает, то значит дочищаем. Вот тут, например. Дальше мы будем покрывать ее воском колерованным. Что такое колерованный воск? Это восковая эмульсия, содержащая в себе укрепляющие средства. Ну, то есть компоненты мы, покрывая воском, задаем ему цвет и одновременно защиту образцу. Покрываем губкой. Предварительно губку смачиваем водой. Для чего это делается? Для того, чтобы, повторяю, наверное, одно и то же все время, для того, чтобы воск не впитывался глубоко и не забирал в себя много материала в себя. Влажненькое. И дальше мы колерованный воск наносим. Макнули. И втираем его. Вот, светлый сделали цвет. Ну, почему мы сделали светлый? Потому что у нас и так очень много темных цветов в отделе. Мы любим темные цвета, у нас серые, яркие, то есть много. И покрываем вот так вот в круговую. Это еще не все, подождите. Воск насыщается внутри, в глубине фактуры. Он будет темнее. А сверху нам нужно немножко выбелить, чтобы эффект застаривания такой был, как старой стены. Если хотите яркости, то можно делать цвета темнее. Это, конечно, цветов больше 10 тысяч. Только в нашем отделе мы можем вам заколеровать. У нас, наверное, все веера мира. Но это я уж так преувеличиваю. Покрыли, придали цвет и защиту. Смотрим в фактуре в глубине, все ли покрыто. Если не допокрыто, значит допокрываем. Можно губку перевернуть и сухой частью подснять верхушки. Как бы немножко их забелить. Вот так можно сделать. А можно сделать немножко иначе. Вообще по уму вот этот процесс делается, когда уже подсохло. Но мы же не будем еще ждать целый день, да, чтобы оно у нас подсохло. Берем также торцом кельмы и подснимаем верха. Вот. Забеляем их. То есть у нас должны быть верхушечки светлыми. И теперь я вижу, что у меня косяки. Я вижу, что не покрыто. Убираем косяк. То есть где-то в глубине, фактура же объемная, где-то в глубине недопокрыто. Вот это и есть марсельский воск. Что можно сделать еще дополнительно? Сейчас давайте покажем сразу, уж не отходя от кассы. То есть мы также на кончике губки, только уже не так густо, как мы покрывали. Немножечко темного цвета можно взять. Это можно сделать на крышке ведра. Вот у вас ведро, вы туда положили темный воск, размазали его пожиже и туда макаем. И по верхам вот так вот пройдемся. Это чтобы выявить какую-то фактуру поглубже, то есть застаренность такую. Тем самым еще становится ощущение объема, то есть еще больше объема. Он и так-то объемный, а так еще больше.
Цвет может быть любой, кому какой нравится. Зеленый, желтый, синий, красный, как хотите. Пока сыро, а это же также может быть и перламутр. То есть это может быть серебристая лазурь, золотистая, бронзовая, какая угодно. Что-то помешало, берем сухой край и убираем излишки. То есть немножко растушевываем, чтобы не было явных каких-то границ. Это в качестве варианта. В качестве яркости, если кому-то хочется яркости. И растушевываем. Хочется добавить, обратно. Видите, как мало. Я один раз макнула и достаточно. Добавить, добавляем. Убавить, убавляем. Вот и все. Пока штукатурка сырая, вы можете делать с ней все, что угодно. Вот фактуру вы когда наносили, первый слой объемный, вы его могли наносить до тех пор из этой штукатурки, из нашей. Вы, кстати, можете ее заказать у нас. Мы отправляем в любой регион материалы, комплектуем, подбираем цвета и отправляем. Мы продаем декоративную штукатурку, открытым текстом вам говорю. И вот пока она сырая, вы могли с ней делать все, что угодно. Менять, видоизменять, поправлять. Материал очень поддается долгой реставрации. Как вот вам это? Неправильно, наверное, я говорю. Работоспособность высокая у него очень, да, очень высокая. И вот вы, когда его нанесли, он высох, все, фактура готова, ее в данном случае уже не переделать, но только переделывать целиком. И то же самое с восками. Сейчас, если нам это не понравится, мы можем смочить губку и полностью его снять и полностью перепокрыть, до тех пор, пока он полностью не высох. Вот такой у нас получился результат, я надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ради этого мы работаем, ради ваших подписок и ради ваших лайков и положительных комментариев. А также мы продаем декоративную штукатурку. Мы вам ее рассчитаем, укомплектуем, заколируем, поможем подобрать вот это все хозяйство и отправим в любой регион. То есть вам останется только получить товар. Вот так вот мы работаем. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!